Как добраться из Тбилиси в Батуми и обратно? Мадлоба. Самый простой вариант это, конечно же, поезд. Тут ходят поезда, но в чем минус этих поездов? Поезд идет от Батуми 2 раза в день, ходит утром, по-моему, в обед, идет прямо до Тбилиси. Это Штадлер, это классный поезд, но в чем минус? Минус там нет лежачих мест, то есть там сидячие. И в зависимости от ширины кресла стоимость. Есть там за 60 лари, есть за 25 лари. Ну, плюс-минус вот такие цены. 60 лари это такой бизнес-класс, то есть там получается... Нет, есть еще и за 100 лари. Это на втором этаже, там такая есть бизнес, типа, как столы, там туда-сюда. То есть как бы все для тебя. Вот. Но сидеть в мягком кресле за 60 гораздо удобнее, чем за 20. Ну, прям удобнее. И соседей меньше. Но можно вставать, есть туалеты, даже есть какие-то аппараты там с конфетами, там, водой и все дела. Все, в принципе, нормально. Но ноги особо не вытянешь. Хочется прилечь. Вот чтобы прилечь да полежать, было бы вообще шикардосно. Но это самый, наверное, стабильный, самый безопасный вариант. Почему? Потому что как бы здесь момент такого плана, что вы сели и вы точно приедете по расписанию. Вот точно приедете по расписанию, потому что эти поезда ходят по расписанию. Это факт. С Тбилиси в Батуми то же самое. На поезде ссылочка внизу. Кстати, мы только недавно узнали, ты заказываешь билеты через официальный сайт грузинской железной дороги и не можешь выбрать место. А через сервис можно выбрать место. И мы покажем вам, как правильно эти билеты выбирать. Потому что хочется сидеть около окна, да, чтобы ножки вытянуть. Второй вариант, это, конечно же, ходит огромное количество маршруток. Что с Тбилиси в Батуми, что в Батуми из Тбилиси. Но опять это по цене будет там 20, 30, 40 лари в зависимости от желания. Но опять же, это что-то похожее на 20 лари в Штадлере. По времени будет плюс-минус то же самое, но я не люблю скопление людей, чтобы мне выйти в туалет, надо просить остановку. Ну, третий вариант тоже я им пользовался. Это вариант, очень много людей в силу тех либо иных причин ездят из Тбилиси в Батуми и обратно. Многие ездят каждый день. У них классные машины, они очень часто ищут попутчиков. Поэтому можно в Фейсбуке есть сообщества, где люди предлагают либо туда, либо обратно приехать. И там цена вполне себе адекватная. Я этим, опять же, не особо люблю, потому что черт его знает, какой там чувак и что он пил там вчера, какая у него машина и как он вообще водит. А говорить, остановите посреди дороги, я сойду, ну, такое себе удовольствие. А я человек как бы такой очень трепетно относящийся к своей жизни и не хочу, чтобы отдавать ее в руки кому-то, кого я не знаю слова вообще. Ну, четвертый вариант, к которому мы прибегаем, это очень классный вариант. То есть это вариант, мы просто берем таксиста, и он едет с нами. Мы приезжаем в Тбилиси, он с нами там ночует, обедает и едем назад в Батуми. Ну, там 2 дня в Тбилиси, то есть он нас там возит, то есть у нас, получается, мы на такси приезжаем в Тбилиси, там на такси мы ездим, и на этом же такси приезжаем назад. Оптовая цена, оптовая скидка, все хорошо. Пятый вариант, которым пользуются наши знакомые, они арендуют машину, они арендуют Prius. Аренда Prius 40 лари в сутки, двое суток получается 80 лари, и приезжают к нам на Приусе. И бензин получился у них там чуть ли 50 лари бензин. То есть 150 лари у них обходится поездка на 5 на Приусе туда и обратно 2 дня. Вот такие способы добраться до Батуми, либо до Тбилиси. Есть еще автобусы. Есть еще автобусы. Большие автобусы тоже ходят, и тоже как вариант можно попробовать. Опять же, если вы есть какие-то еще варианты, добавляйте их. Может, кто-то пешком ходил или на велике ездил. Пишите их в комментариях под этим видео. Приходите на канал Ахмадлоба, где мы эту статью развернем, и я покажу, как правильно билеты заказывать, где, и поделюсь с вами лайфхаками, информацией и полезными советами о том, как добраться из Тбилиси в Батуми и обратно. Мадлоба.